6:40. Отдых продолжается. Градус понижается. -10 сейчас. Мы уезжаем из Пскова. Михайловское. То самое село, где Пушкин провел 3 года в ссылке и где написал Евгения Онегина. А мы в Пушкиногорье. Конечно же, дуб. Где кот ученый? Экскурсовод говорит, что этот дуб помнит Пушкина. И именно он появился в Руслане и Людмиле. Такое справное хозяйство, конечно же, восстанавливали эту усадьбу после освобождения. Ну, так, сейчас тут хорошо. А вот и еще один дуб. И прямо напротив усадьбы. Вот там Пушкин и жил. Вообще, конечно, глушь просто неимоверная. Тут до какого-нибудь населенного пункта очень далеко. А в те времена это просто в лесу, можно так сказать. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой Ягой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Да, в таких просторах хочешь не хочешь, а будешь что-нибудь творить. Писать стихи, рисовать картины. Но обязательно что-нибудь делать творческое. Эти дворяне, ну так, скромненько жили. Тут какая-то часовенка. Но зато у них шикарные угодья, которые сейчас превратились в парк. Шикарные. Еловая. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои,
Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение. И вот опять явилась Основная ты, усадьба. как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Гнибал выбрал Петровское своим основным домом. И вот, собственно говоря, здесь побольше домик, даже двухэтажный, с мезонином. Ну, а так просторы здесь у нас в России такие, что дух захватывает. Самый первый домик, который построил сам Гнибал. Он очень похож на домик Петра Первого и какую-то крепость. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалый вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бури завыванием ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Сетка. Спой мне песню, как девица за водой по утру шла. Буря мглою небо кроет, там, вихри через озеро. снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая Таговский подружка, монастырь, где похоронен бедной Пушкин. юности моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Да. Сам монастырь довольно-таки древний. И вся родня Пушкина похоронена была здесь, в этом монастыре. И он тоже завещал похоронить его рядом со своей родней. Сюда его и привезли. Привезли тайно, потому что боялись, что будут волнения. Город Великий Новгород. Такой подмороженный. Никого нет, хотя время 9 часов. Это наша гостиница. И температура минус 19. В Великом Новгороде снега побольше будет. И город такой весь очень ухоженный. Дорожки расчищены. Домики все отреставрированы и покрашены. Еще есть телевизионная башня. Вот она. Очень много красивых домов в городе. Вот она, башня. А здесь парк с подсветкой. Очень прям культурненько так. Фонари, иллюминация. Ух ты, елочки. Прям праздничное такое настроение сразу. Так это же Кремль. Кремль Великого Новгорода. Точно. Совсем рядом с нашей гостиницей. И вот туда ведет мостик пешеходный. А это река Волхов. Отражается в реке. Большой Кремль-то. Вот мы завтра будем его смотреть с экскурсией. Колокольня какая-то выглядывает
И Кремль, он, похоже, открыт. Может забежать. Вот человеческий Кремль, новгородский. Работает с 6:00 до 00:00. Отлично. Ух ты. Ух ты. Красиво и почти безлюдно. Ну, завтра будем короткими перебежками с экскурсией знакомиться с городом. Ух ты, тут из-за поворота красавица София. Да. Везде старина сплошная. Это тоже какая-то церковь. Территория, конечно, большая, ухоженная, отреставрированная. И главное, открыта для посещения. Ага, вот здесь уже и выход. А там новогодняя иллюминация. Шатровая елка не хуже, чем на Лубянской площади. Мост. И иллюминация. И вот эти вот стены кремлевские. С Новым годом.